Какое солнышко сегодня, красота. Едем на пляж, и здесь стоит ослик. Такая дорога, уходящая в горы, серпантины здесь вниз, вверх. Красиво очень. Здесь тихо-тихо, вот такая бухточка. Водичка просто стоит и не шевелится, полный штиль. Визитная карточка Албании. Бункеры. Что они хотели тут сделать? Я раньше думала, что это для спуска подводных лодок, но до воды довольно далеко. Cape of Radon на английском, а на албанском Кепи Радонит. И здесь из бункера сделали вот такой ресторанчик. Да, конечно, это бункер. Боже, смотри, какая красота. Заходи. Его облагородили. Здесь в самом конце кухня, где они готовят. Столиков достаточно много. Здесь прохладно. Полотенце, конечно, я осталась без полотенца, но ничего, мы будем сегодня загорать на песочке. Ё-моё, как он ползет-то. Как вы уже поняли, сегодня мы едем в одно очень замечательное место, на пляж, неподалеку от Дуроса, о котором мало кто знает. Всего лишь 30 километров мы будем в пути, и сейчас вам все покажу. Мы подъезжаем, и здесь шлагбаум, наверное, платный въезд. Сейчас узнаем. Вот такие вот дела. Сейчас расскажу подробно, что почем. Ну что, мы въехали в национальный парк. Это заповедник. И здесь въезд платный. 100 албанских лек за машину, плюс 200 лек за взрослого человека. Дети бесплатно. Итого мы заплатили 500 лек. Красиво здесь должно быть. Идем. Машин немного на стоянке. Ну вот люди приезжают сюда отдыхать, конечно. Все стрекочит, птички поют. По вот такой вымощенной дорожке с фонариками мы спускаемся на пляж. Здесь есть церковь, старая довольно-таки. Да. И, как обычно, очень много албанских бункеров. Сейчас покажу их ближе. Это церковь Святого Антония, она старинная и она закрыта. Такая тишина, звуки леса здесь. При въезде в заповедник была табличка, что взлет дронами запрещен. Но сегодня видела, вот буквально только что, как парень один взлетал. Визитная карточка Албании. Бункеры на пляжах, на каждых, их обычно много, на таких пляжах, особенно удаленных. Велосипедисты сюда приезжают, тоже многие с палатками. Здесь рядышком есть кемпинг. Что ты там нашла? Вот такой пустой пляжик. Одиночные шезлонги стоят. Здесь есть вот такой вход, как туннель. В бункеры можно зайти. Главное, чтобы там не было туалета общественного, Тая. Не влезьте никуда. Что там внутри? Пустота? Я зашла. Здесь есть вот такой вот небольшой бар. Тая пошла смотреть, что там. Пусто, хорошо. Отдыхающих практически нет. Здесь тихо-тихо. Вот такая бухточка. Водичка просто стоит и не шевелится. Полный штиль. И, наверное, мы останемся здесь, потому что здесь есть теневые зоны и зонтики. Но перед этим хочу пройтись вот туда, к той скале. Этот бар на пляже не совсем обычный. Я вам расскажу, почему чуть позже. Бункер в горе времен Энвера Хаджи.
здесь очень красиво, природа, но просто люди свиньи. Я вот смотрю вокруг, столько мусора невывезенного, приезжают, кидают, засырают такие места, и реально страшно, как мы загаживаем нашу планету. Give me all you've got, if you're prepared to break the silence. Мне кажется, даже в разгар сезона сюда вообще никто не добирается, в эти места. Мы зашли внутрь, в гору, в этот бункер. Я не знаю, что это, что они хотели тут сделать. Я раньше думала, что это для спуска подводных лодок, но до воды довольно далеко. Я подивлюсь. Да, осторожно, пожалуйста. Если там есть проход направо или налево, дальше не иди. Такое колоссальное бетонное сооружение, конечно. Мы вернулись в бар. Алиса на пляже нас ждет. И здесь из бункера сделали вот такой ресторанчик. Да, конечно, это бункер. Боже, смотри, какая красота. Заходи. Его облагородили. Сначала я думала, что это слышится только мне. Я сейчас замолчу, прислушайтесь. Гул, слышите? В ближайшее время на моем канале будет отдельный выпуск о бункерах Албании. Обязательно посмотрите, будет очень интересно. Здесь в самом конце кухня, где они готовят, столиков достаточно много. Здесь прохладно и, конечно, такое необычное место. Туннель очень-очень длинный. А это маленький Жрун, она приезжает. Ты уже воду потрогала, я смотрю, шорты мокрые, да? Пойдем купаться. Необычное место такое, да? Идем, помой. Выходим, идем немножко поплаваем. Мы с Алисой забыли пакет с полотенцем и с ее плавательным жилетом в машине. Никто уже в машину не идет, поэтому мы сегодня плаваем так. Да? Ты далеко не заходишь, правда? Ну, потому что там глубоко. Такое неимоверное место. Водичка шикарная. Теплая-теплая, вообще классно, просто так кайфово. Полотенце, конечно, я осталась без полотенца, но ничего, мы будем сегодня загорать на песочке. Или у Таи попросим, да? Тая поделится с нами. Дочь моя делает мне пилинг песком с водорослями. Тая нас удостоила своим вниманием, решила зайти в воду. Не прошло и полчаса, да? Лежала, не хотела купаться. А что не хотела? Вода хорошая. Интересно, как здесь в августе. Конечно, я думаю, что машин поболее приезжает в этот заповедник однозначно. Ну, мне кажется, тоже, если сравнивать с Дуросом или с Големом, с этими общественными забитыми пляжами в сезон, то здесь такого не будет, это точно. Это место называется мыс Радон или Cape of Radon на английском, а на албанском Kepi Radonit. Очень мало осталось таких мест в Албании, да и не только в Албании. Знаете, вот где ты сидишь и просто тебе хочется слушать тишину. Вот это место, Cape of Radon, одно из них. Что это?
Стекло, их помыла море. Море их обточило, да? И получились вот такие стеклышки. Да, потрогали. Привет, я не собиралась. Так ты не собиралась? Я целая коробочка. Здесь вода как будто в термальных источниках. Она просто горячая. Наверное, из-за того, что очень мелко, водоросли и камешки эти. И вот здесь вот оно все такое плавненькое, да, красиво. Очень жарко прям. Да. В такой бы я точно поплавала. Вот тут вода просто кипяток. Если бы такая там была, то я бы прям зашла. Ну, потому что здесь водоросли, ты видишь? И оно все стоячее, да. Тут прям очень горячо. Маленькие крабики бегают. Ой, он меня чуть не укусил. Ракушки сидят прямо на камне в воде. Ты живые? Да, маленькие какие-то моллюски. Тая держит его пальцем, Я он его даже не не держу. убегает. Хороший такой. Маленький. Вот, там внутри тоже моллюски. Вылазит краб. Вижу, что кто-то вылазит. А вот подержи, дай ему вылезти. Поставь его, переверни его, чтобы он встал. Он выглядывает, смотрит, что тут происходит. А это, подожди, это его дом типа или Это как? его домик, ракушка, конечно. Красавчик какой. Пока мы здесь, смотрите на нашего ребенка. Что там происходит? В руке камешек у меня вот такой. Вот, смотри, круглый. Называется куриный бог. Куриный божок. Вот такая дырка. На, держи. У меня грязные руки. Что ты делаешь? У нас тут своя игра, да? Просто копать. Ну что, наверное, уже пора нам потихонечку собираться. Мы здесь сегодня половину дня провели, и я, конечно, в полном восторге. Будем сейчас ехать в наш голем, пока доедем, уже и стемнеет. Отойди, Алиса. Огромная-огромная змеюка. Вот она сидит. Она Ну, была на дорожке. долбани. Отойди, Алиса. А что за порода? Я думаю, что это какой-то полос. Мама извивается. Ё-моё, как он ползет-то. Да, это полос, она побежала. Она? Где она? Вон она, тихо. Она нас боится? Думаю, да, отойдите. Она ядовитая такая? Скорее всего, нет. Это Ну, какой-то погладить вид нельзя, албанского полоза, конечно. Куда погладить? Ты что, смеешься? Никогда нельзя подходить к змее, если не знаешь, ядовитая она или нет. Вот мы уже уезжаем, поднялись на горку, и здесь вот такой вот комплекс отельный построили. И здесь реально как улей какой-то, как соты. И там где-то внизу далеко море. Либо там есть тропа какая-то ходить, либо они идут по той дорожке, по которой мы приехали. Да, мы Мы уезжаем, да, Алис? И вот проезжаем еще один кемпинг. Много их здесь, конечно, в этой местности. Я очень много времени провожу за рулем именно по горным серпантинам, и в такие моменты я вспоминаю моего Бадри грузинского, который учил меня водить в жестких условиях в гололед на перевалах Грузии. Это огромный опыт.
укладываю Алису спать, и к нам пробралась ящерка. Можно взять на руки ее? Ты не возьмешь, она убежит.